Вот такие шикарные, пышные и мягкие и сочные котлетки у нас получились. Курино-говяжие. Друзья, я просто уверен, что именно таких котлет вы не ели. Котлеты по рецепту от Мишани. А как мы их делали, смотрите на канале, друзья. Весь рецепт. Запаситесь терпением. Всем здрасте! Вы на канале «В гостях у Мишани». Сегодня мы с вами будем делать очень вкусные котлеты куриные в томатном соусе. Столько зелени, столько вкусных овощей. Витаминизируйтесь на зиму, друзья. Вот такие специи и грудинка. Все будет описано в описании под роликом, все ингредиенты. Красота! Мы взяли вот такую красивую грудку куриную. Мы ее сейчас зачистим, друзья. Так их нарежем, чтобы было легче нашему процессору их перекрутить. Проверим, есть заодно или нет косточек. Вот так. Вот такой вот у нас измельчитель. Он очень хорошо подходит для грудки. У грудки нет жилок, и он очень хорошо перебивает. Доска, ребята, нам не понадобится. У нас, друзья, еще остался говяжий фарш. Добавим его в грудинку для котлеток. Что нам это даст? Говяжий фарш, ребят, даст нам сытость. А грудинка даст нам сочность. Это чтобы перемешался фарш. Мясо перекрутили. Давайте все высыпем в чашу. Вот такая получилась фракция у нас. Очень хорошая именно для котлеток. Ну что, друзья, фарш мы перекрутили. Сейчас приготовим другие ингредиенты для котлет. Лук порежем на маленькие части, чтобы было нашему блендеру легче перекручивать. Ну и отправим в блендер. Дальше, друзья, наши специи. Два чесночка. Ложку без горки майонеза. Пол чайной ложечки горчицы. Горчица усилит вкус мяса, друзья, и наших специй. Майонез придаст нежность. Так. Обязательно подсолнечное масло, столовую ложку. И очень важно зелень. Значит, друзья, полторы столовые ложки у нас здесь петрушки и ложка кинзы. И все это мы с вами перемешаем, друзья. Вот, друзья, до такой консистенции мы пробили. Ну, теперь будем все это вливать в наш фарш. Уже красиво. Видите? Друзья, мы взяли белую булочку, замочили ее в воде, отжали ее насухо. Сейчас мы тоже перекрутим ее в блендере.
Ну и все. И все сейчас перемешаем. Ну, друзья, для того, чтобы котлеты наши были вкусные, сочные и монолитные, мы должны хорошо вымешать фарш. Примерно минут 7-8. И отбить его. И начнем вымешивать наш фарш. Друзья, вам не передать, какой здесь запах идет от нашей зелени, от чесночка, от лука и от всех специй, которые мы с вами вмешиваем в мясо. Вам просто не передать. Красота? Давайте пока начнем с помидор. Зальем их кипятком, бланшируем их. Когда они остынут, легче будет снимать кожицу, друзья. Все. А мы нарежем с вами лук. Лук нарежем четверть кольца. Вот так. Поставим в стороночку, чтобы не мешал. Теперь лук-порей, друзья. Пол кольца. Вот так, друзья. Красный перец будем резать соломкой. Вот так. И так же самое. Я вам расскажу, почему именно соломкой, когда вы будете брать котлетку с соусом. Эта соломка, она будет мягкая и будет висеть на котлетке. И будет красиво. Ребята, острый зеленый перец много брать не будем, я возьму половину его. И нарежем мелко его, чтобы он хорошо распределился по всем овощам. У нас есть еще морковка. Ее мы также порежем соломкой. Друзья, все ингредиенты будут в описании под роликом. И остался у нас баклажан, друзья. Мы взяли вот пол такого баклажана и тоже нарежем его. Ребята, овощи мы нарезали. Сейчас начнем поочередно их жарить. Даже не жарить, а тушить. Нам нужно тушеные овощи.
Вот такая красота у нас ждет своей очереди. А помидоры пока греются, проходят СПА-процедуры. Сейчас они нагреются, остынут и легко будет снимать кожицу. Видите, какие красивые у нас овощи. Пользуйтесь сезонными овощами, друзья. Давайте поставим сотейник на огонь. Вот так, пусть пока нагревается. Друзья, масло нагрелось. Давайте отправим пока репчатый лук. Вот. Сейчас репчатый лук немножко возьмется, мы будем добавлять лук-порей. А вы знаете секрет, чтобы лук быстрее прокарамелизировался? Давайте добавим щепотку маленькую сахара. Вот так. И перемешаем. И сейчас вы увидите, лук на глазах будет приобретать цвет. Вот, друзья, о чем я говорил, лук стал немножко темнее. Запах уже чувствуется карамелизированного лука. Будем добавлять лук-порей. Вот, друзья, опускаем лук-порей. И все хорошо перемешайте. Друзья, лук-порей придаст сладость и свежесть нашему соусу. Не пугайтесь большого количества лука. Кто не любит ощущать лук, я вам сейчас покажу лайфхак. Друзья, берете четверть ложечки соды и всыпаете в лук. Сейчас сода растворит лук, то есть соус останется, вкус останется, но лук фракции вы не будете ощущать. Сейчас на глазах лук начнет превращаться в соус. Сразу сделаем меньше огонь. И начнем забрасывать морковку, друзья. Острый перчик. Дадим прогреться сейчас морковке и острому перчику. Будем добавлять сейчас сладкий перец. Друзья, морковка прогрелась. Давайте добавим красный перец. Вслед за красным перцем добавим зеленый перец, друзья. Посмотрите, какая это красота. И прогреемся, друзья. Вот так. Друзья, перец прогрелся. Давайте отправим баклажанчики. И тоже мы подождем, когда баклажанчики нагреются. Вот так, друзья. Ну, а мы займемся помидорами. А помидоры мы бланшировали. Они остыли, и так легче снимается кожица. И они станут более нежнее, мягкими. Так, полножку мы сразу отрежем, потому что с ней нечего делать много.
Нарежем на дольки. Отлично можно резать, как вам удобно. Но кисловатая. Не добавим сахар. Вот так, друзья. Помидорки дадут нам жидкость в нашем блюде. Помидоры хорошо протушились, и сейчас время для специй. Освободим местечко и бросим наши специи. Вы знаете, я люблю специи прогревать раньше. Вот сюда вот. Вот так. Чуть масла, друзья, чуть-чуть. Из специй мы добавим томатную пасту. Я тоже люблю ее зажаривать. 2 ложки, друзья. Раз. И дадим возможность ей прогреться. Заодно перемешаем ее со специями, которые очень подходят томатной пасте и мясу. И помидорам, кстати. Значит, друзья, прямо на томатную пасту мы дадим сахарочек. 2 чайные ложечки сахара. Вот так все перемешаем. Томатную пасту со специями в наши овощи, друзья. Видите, а лука практически нет, его не видно. Он просто превратился в соус, друзья. Ну и присолим, друзья. Без горки. Поставим на маленький огонь и пусть себе томится в собственном соку. Воду мы пока не добавляем. Примерно минут 40. А мы начнем с обжарки котлет, друзья. И пусть себе тушится. И пусть себе томится. А на большой мы будем обжаривать вот такие котлеты. Фарш. Сейчас мы еще раз его перемешаем. Добавим пол чайной ложечки соды и будем делать котлеты. Видите, фарш отдохнул, мясо впитало влажность, жидкость, которая была в фарше, и фарш стал очень хороший. И очень классная консистенция в нашем фарше, друзья. Вот так, сода немножечко его. Ну, все, пусть себе отдыхает. Друзья, мы приготовились жарить наши котлеты. То, что значит жарить? Закрывать их с 2 сторон, а доделывать мы будем их в сотейнике на медленном огне на томлении. Сейчас нагреется сковорода, и мы обжарим наши котлетки. Боже, как они пахнут! Давайте смочим руки и будем формировать котлетки. Заодно их будем отбивать еще. Вот так. Друзья, я не люблю делать маленькие котлеты. Взял котлету и поел. Вот такие красавцы у нас уже жарятся, друзья. Ах, как красивые стали. Посмотрите, какие шикарные и пышные котлеты. И масло не горит, оно прозрачное. И очень вкусные котлеты. Огонь не должен быть сильный. Котлеты должны жариться, а не гореть. А вы представьте еще ее и в соусе.
Мягкая стала. Смотрите, какая она мягкая. Друзья, вот такие вот шикарные котлеты у нас получились с вами. Ну вот, друзья, соус наш готов. Посмотрите, какая красота. Сейчас будем укладывать котлетки. Вот так. Посмотрите на эту красоту, на эту пышность. Вот так. И сделаем вот так, друзья. Вот такая красота, друзья, у нас сейчас будет тушиться. Добавим, конечно, горячей воды, еще 200-300 миллилитров, и закроем, и будем. Проверим на соль, на специи, и закроем, и будем тушить. Проверили на специи, друзья, добавили немножко соли. Это будут обалденные котлеты. И закроем крышкой, друзья, не будем мешать. Все. Друзья, давайте посмотрим, что у нас здесь делается. Красота неземная. Ох, смотрите, как они распушились, котлетки наши. Как они надулись. Запах обалденный. Просто обалденный, ребята. Посмотрите, какая это красота. Ничего не развалилось, потихонечку они дышат. Отлично, класс. Сейчас попробуем на соль, на специи. Если все нормально, будем выключать, друзья, и будем потом дегустировать. Дадим им отдохнуть минут 10 и будем дегустировать. Класс. Друзья, мы немножко их перевернули. Подняли наверх все овощи. Класс. Блюдо получилось обалденное. Смотрели, какие шикарные получились у нас котлеты в томатном соусе. И помидорки видно, и перчик видно. Класс. А к таким шикарным котлетам, друзья, в томатном соусе с подливой очень подходит хорошо белый рис, друзья. Приятного всем аппетита! Друзья, котлеты получились на самом деле очень вкусные, очень сочные. Посмотрите, какая красота, и очень нежные. Всем мира, добра, всего самого наилучшего. Пользуйтесь моими рецептами, друзья. Повторяйте. Мне будет приятно, а вам будет вкусно. Берегите друг друга, любите друг друга. Хорошо относитесь друг к другу, друзья. Мира и добра. Всего самого наилучшего.